Рыба. Ива. Ива плакучая. Рыба любит страдать все время. Даже по знаку богинь она, насколько я помню, Афродита. Рыба любит страдать. Это плакучая ива. Она показывает всем своим видом свою боль, трагичность. Если вы когда-либо видели моделей, которые не улыбаются, у которых любимый имидж – это, знаете, такой вот мрачный взгляд, это слезами полные глаза, это обязательно рыба по рождению. Рыба не может без страданий. Даже дерево плакучая ива говорит о том, что рыба страдает. Она внутри себя страдает, она внутри себя там создает целые сцены страданий. Рыбы замечательные сценаристы могут быть. Рыбы могут писать прекрасные мемуары. Они страдальческие натуры. Поэтому как раз вот ива плакучая – это то дерево, которое подходит рыбам. Смотрите, привлекает внимание к себе плакучая ива. Но плакучая ива тоже не любит, когда слишком много рядом находится. Но при всем этом согласитесь, что плакучая ива очень красивое дерево. Очень необычное дерево, привлекающее внимание. То есть вот эта плаксивость рыбы – это всего лишь прием обратить на себя внимание. Понимаете? Это просто прием обратить на меня внимание. Страдальчество рыбы – это желание показаться лучше других. Ива – красивое дерево, рыба – красивый человек. Все рыбы стремятся к красоте. Я уже говорила, что основное количество клиентов пластических хирургов – это рыбы. Кроме того, рыба очень набожный человек, показной набожный человек. Символ христианства была рыба. Рисовали рыбу, потому что в голове рыбы есть крест из кости. Когда скрывали свою принадлежность этой религии, когда в Римской империи христианство было еще сектой, и они боялись расправы, то они рисовали рыбу в знак христианства. А еще рыбу рисовали в знак того, что Христос накормил рыбой, как бы, всех. Так вот, рыба – это знак людей притворно набожных. Рыба делится надвое. Либо она отдана своей красоте, своей любви. И знаете, пока не добьется мужчина, бьется как рыба об лед для того, чтобы добиться. Когда добилась, теряет интерес. Он начал гулять, она опять добивается его. Обожают они страдать. Это знак страдальческий. Но в то же самое время делится на вторую половину рыб. Это набожно верующие. И это набожные, да, люди, которые обязательно должны, опять же, показывать свою веру. Показная вера. Они верующие. До того момента, пока эта вера им выгодна и удобна. Когда интересы и вера начинают идти разными путями, вера заканчивается, остаются интересы. Ива держится возле воды. Рыба держится там, где хорошо. Вот смотрите, как только обращают внимание на рыбу, рыба будет плакать. То есть ива. Посмотрели на иву, она стоит возле реки, она плакучая. Посмотрите на нее, обратите на нее внимание. Она же плачет. Понимаете? Но она плакучая и стоит где? Там, где водные ресурсы, там, где приходят люди, животные, то есть обращает на нее внимание. Так и человек. Рыбы, которым соответствует дерево ива, они страдают тогда, когда на их страдания слишком обращают внимание. Когда нет внимания к их страданиям,
они заканчиваются. И это знак, преданный своей красоте и любящий красоту во всем. Но в то же самое время внутри них бушует страсть. Они, скажем так, закрыты, вот их это сексуальный мир, он очень закрыт. И, между прочим, женщины, рыбы, они не холодны к сексу, они просто не испытывают вот того удовольствия, которое должны испытывать. Точнее, их партнеры не понимают их до конца. А раскрыть и говорить свои извращенные желания они боятся. Поэтому получается, что они всю жизнь страдают от того, что хотят получить нечто, о чем стесняются открыто говорить. Ваше дерево – ива, причем плакучее. Как ваш характер?